Последние месяцы все информационное пространство буквально забито вопросами Израиля и Палестины. И действительно, территория Палестины и сектора Газа уже довольно-таки долгое время становятся предметом ожесточенных споров и даже боевых столкновений. Ведь территориально Палестина с незапамятных времен служила социальным очагом для развития земледелия и городов, а также точкой схождения для различных миграционных потоков, ну и, конечно же, сакральным местом для авраамических традиций. И сегодня мы попытаемся разобраться в таких вопросах, как кто же такие палестинцы и кто исторически проживал на палестинских территориях. Если разбирать этимологию, то корни понятия Палестина восходят к названию древней области Филистия, некогда заселенного морским народом филистимлянами. На иврите слово «плештим» или «пелештим» имеет следующие трактовки: вторгшиеся, чужаки, захватчики. Так, с незапамятных времен древние иудеи называли морской народ, переселившийся с греческих островов на юго-восточное побережье Средиземного моря. Эту область иудеи назвали Плешет, что в греческом переводе звучало как Филистия. Сам же термин «Филистия» греки произносили как «Палестина», а жители Филистии, естественно, назывались филистимлянами. Существует достаточно популярная точка зрения, что современные палестинцы являются далекими потомками тех коренных жителей, которые проживали в Палестине задолго до заселения и обживания ее евреями в 13 веке до нашей эры. Согласно этой исследовательской позиции, предками палестинцев являются ханаанцы и филистимляне, которые активно смешивались с различными волнами завоевателей, вторгавшиеся в Ханаан на протяжении 3 с лишним тысяч лет. Исходя из этого, вторжение арабов стало лишь одной из тех вех, которые повлияли на языковой и религиозный уклады древнего населения Палестины. Например, председатель Организации освобождения Палестины Ясер Арафат утверждал, что палестинские арабы являются потомками филистимлян, и по этой причине они имеют больше прав на эту сакральную географию, чем евреи. Однако существуют и иные мнения, которые отказывают палестинцам в праве на существование в качестве народа. Во-первых, в силу отсутствия упоминаний как отдельного народа до 1967 года. Во-вторых, из-за отсутствия необходимого комплекса социокультурных характеристик. Ну или, как заявил король Иордании Хусейн в 1987 году, возникновение палестинской национальной общности как народа стало ответом на притязание, что Палестина принадлежит евреям. Так это или нет, давайте рассмотрим посредством краткой историографии. Наиболее ранний исторический период Палестины принято исчислять с 4-го тысячелетия до нашей эры, когда проходили активные процессы взаимодействия семитских культур и местных протохуритских племен. Один из древнейших культурных очагов человеческой цивилизации в ту эпоху принадлежал, безусловно, Древнему Египту, чьи интересы в регионе обеспечивались присутствием такого мощного военного административного центра, как город Лахиш. Затем, во второй половине 4-го тысячелетия в эти земли начинаются миграции Ханаан. И этот период охватил отрезок почти в 2000 лет, вплоть до вторжения протоеврейских племен. В ханаанский период земли древней Палестины заселяли хетты, евусеи, амореи и множество других племен. Ханаанеи, или же ханаанцы, будучи главной общественно-политической силой в бурно-этнокультурном котле Палестины, заняли самые плодородные и благоприятные для земледелия речные долины. Их территории были обширными, и сегодня этот некогда обжитый ханаанцами социальный ландшафт охватывает земли Сирии, Ливана, Иордании и Израиля. Однако их политическую гегемонию оспаривали хетты и амореи, которые имели свои города-государства и все время враждовали друг с другом. В 18 веке до нашей эры этой широкой россыпи враждовавших царств был положен конец нашествиям кочевых азиатских племен гиксосов. Затем уже в 15 веке до нашей эры их вытеснили с этого региона египтяне. Фараоны 19-й династии неоднократно отправляли карательные отряды на земли ханаанцев, чтобы усмирить непокорный протест местных народов. Особо крупные социальные бунты народов Ханаана отметились в периоды царствования Сета I, Рамзеса II и Мернептаха. Однако внутренние распри между разношерстным населением Палестины не позволили палестинцам обрести политическую самостоятельность. Затем наступает важный этап в жизни Палестины, ознаменовавшийся вторжением народов с моря, главным образом филистимлян с Крита и других островов Средиземного моря, напавших также и на Египет. Ключевой локацией их размещения стал нынешний сектор Газы. Филистимляне в социокультурном плане были весьма развитым народом, только они и хетты владели технологией выплавки
выплавки железа на Ближнем Востоке, став одним из родоначальников Железного века в истории человечества. Вторым не менее значимым фактором в истории Ближнего Востока стало то, что царство Палестин, существовавшее в период позднего Бронзового века, имеет этимологическую сопряженность с филистимлянами, которые своими передовыми знаниями мореходства и развитым технологическим укладом, скорее всего, и основали могучее государство, невзирая на численно превосходящее в нем семитское население. По этой причине, находясь в среде ханаанейцев, филистимляне со временем начинают переходить на западно-семитские наречия, что привело к появлению своего уникального лингвистического наследия на базе сочетания ханаанейского и филистимского языков, известного в экспертных кругах как экромский. Тем временем, по мере обживания филистимлянами новоявленных плодородных земель Ханаана, Моисей в 1273 году до нашей эры вывел из Египта еврейский народ и добрался до царства Сихона в Заиордании, ставшего исходной точкой к дальнейшему завоеванию Древней Палестины. Здесь следует зафиксировать тот факт, что, исходя из археологических находок и последующих исследований историков, завоевание Ханаана евреями не подтверждается в полной мере научными изысканиями, а различная интерпретация находок, связанных с заселениями евреями Ханаана, является предметом научной дискуссии уже не первого десятилетия. Само же завоевание Ханаана, согласно ветхозаветной традиции, было поручено преемнику Моисея Иисусу Навину. Не углубляясь в излишнюю детализацию, отметим, что, согласно библейскому тексту, Иисус Навин под руководством вождя воинства Господня вел активную наступательную деятельность на ханаанские царства и за сравнительно короткий период сумел их разбить, проявляя при этом неслыханную жестокость в ходе своей военной кампании. В отпущенных евреям городах, согласно божественной заповеди, население городов хиттеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и евусеев подлежало поголовному истреблению, включая женщин, стариков и детей, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили перед Господом Богом вашим. Показательно, что в военных традициях евреев существует предписание истребить и уничтожить 7 народов, так как они были источником идолопоклонства, которое хоть и не влияет на основной сюжет повествования, но проливает свет на культуру жестокости евреев в военных действиях. Захватив большую часть территории Ханаана, древнееврейские племена натолкнулись на серьезное сопротивление в лице упомянутых выше филистимлян. Поскольку среди многочисленных народов, устоявших в ходе еврейского завоевания Ханаана, упоминаются земли 5 царей филистимских – Газа, Азот, Аскалон, Гев и Екрон. Показательно, что филистимляне упоминаются в библейских преданиях 286 раз, а страна Филистия аж 8 раз. Эпоха противостояния евреев с филистимлянами выразительно растянулась вплоть до вторжения на территорию Палестины ассирийцев в 8-7 веках до нашей эры и включал в себя ряд циклов. Во-первых, героическую борьбу легендарного Самсона, во-вторых, период судей, когда филистимляне в XI веке до нашей эры перехватили стратегическую инициативу, а кульминацией филистимской гегемонии стал захват ковчега Завета. Ну и, наконец, войны Саула и Давида, когда Саул избирается израильскими племенами единым царем и утверждает независимое Израильское царство. Начатое дело Саулом завершает Давид, и после того, как он был помазан на царство, иудейский царь наносит непоправимое поражение филистимлянам. Это стало рубежным событием в израильско-филистимском противостоянии, и после этого история могущественных филистимлян делится на истории отдельных городских анклавов. Период правления мудрого Соломона отмечен длительным миром. Он сосредоточил свои усилия на культурном развитии государства, а венцом его достижения стал храм в Иерусалиме, ставший сердцем религиозной и политической жизни иудеев. Затем наступает раскол в израильском государстве на иудейское и израильское царство. Вкупе с политическим разрывом происходит и раскол в сфере религиозного единства. Следствием этого появляется возрождение идолопоклонства, падение моральных норм и ослабление социально-политической организации в обоих государствах. Этим незамедлительно воспользуются сначала египтяне, разграбив оба еврейских царства, а затем и могущественные ассирийцы, чья военная кампания приведет к ликвидации Северного Израильского царства, а потомки 10 из 12 колен Израиля будут насильно угнаны в Мидию. Что же касается южного соседа, то Иудейское царство в силу большей религиозной монолитности продержалось чуть дольше и пало под ударами уже вавилонян в 586 году до нашей эры вместе с низложением Иерусалимского храма. Стоит отметить, что в данном случае иудейское население также подверглось переселению. Затем скорому падению Нововавилонского царства способствовали уже персы. Ахемениды были более благосклонны к евреям и допускали право иудейских общин жить по законам своих отцов. Часть евреев вернулась в Иудею, где ими был восстановлен храм, вокруг
которого вновь начала пульсировать религиозно-политическая жизнь. С этого момента начинает оформляться тот еврейский социум, который предполагает символический и культурный центр в Израиле и обширную сетевую такую диаспору, сосредоточенную во внешнем мировом периоде. Дальнейшая же судьба исторической области Палестина будет связана с триумфальным шествием непобедимой армии Александра Македонского по некогда бескрайним персидским владениям. Сначала палестинские земли будут подчинены Птолемеям в Египте, а затем и селевкидам в Сирии. Усваивая греческую культуру и античные нравы, в еврейской среде активно начинают развиваться религиозно-философские школы, что также усиливает миграцию среди евреев. Их обширные сообщества в ту эпоху широко были представлены в Месопотамии, Персии, Бактрии и Армении, а затем и в Египте и Средиземноморье. Политика эллинизации палестинского края усилилась во II веке до нашей эры при сирийском правителе Антиохе IV, где отказ от греческих культурных канонов приводил к массовым еврейским гонениям, что привело к каскаду восстаний под предводительством иудейского духовенства. В результате затяжного кризиса в 140 году до нашей эры учреждается независимое теократическое государство, известное в истории как Хасмонейское царство. Хасмонейское царство со столицей в Иерусалиме просуществовало около века, пытаясь всячески отстаивать свою религиозную и политическую независимость от численно превосходящих античных легионов. Однако, как это часто бывало в прошлом у евреев, трагическим прологом к закату этого царства стали вспыхнувшиеся внутренние династические распри, где в качестве третейского судьи был призван римский военачальник Помпей. Римский полководец, воспользовавшись гражданской смутой, захватил Иерусалим, а местное население покорил силой. Иудея была последовательно сегрегирована на ряд удельных владений – Иудея, Самария, Галилея и Петрея. Упадок Хасмонейского царства и отсутствие политического единства между евреями привело к произволу и притеснению со стороны римских прокураторов, что со временем выразилось в росте мессианских ожиданий в иудейской среде. И вот на фоне распаленных религиозных чувств в 66 году нашей эры вспыхивает восстание против римлян, завершившееся спустя несколько лет взятием Титом Иерусалима, низведением храма до руин и очередным изгнанием евреев. В 70 году нашей эры Иудея лишилась автономного статуса и стала римской провинцией. Именно в период владычества римлян за этой территорией окончательно утвердилось понятие Палестина. Начало II века нашей эры при правлении римского императора Адриана проходило под знаком еврейских мятежей, по итогам которых Адриан принял решение окончательно выкорчевывать ростки бунта у непокорного еврейского народа, и Иерусалим был переименован в античный административный центр Элия Капитолина, куда запрещалось входить Иудея, а Иудея уступила место названию Палестина. Сама же Палестина в качестве провинции вошла в состав Сирии. Излишне не углубляясь в историческое повествование судьбы Святой Земли, зафиксируем лишь наиболее значимые вехи вплоть до настоящего времени. К концу IV века Римская империя переживает период тяжелейшего кризиса, и со смертью последнего императора единой античной державы Феодосия I империя распадается на восточную и западную. 17 января 395 года Палестина входит в состав Византии как провинция. В этот период наблюдается снижение всяческого влияния евреев в регионе, и Палестина постепенно становится точкой сосредоточения христианских общин, где наиболее могущественными из них были адепты православной традиции. Позже арабы отвоевали Святую Землю у Византии, стремительно вторгнувшись в Палестину в 634 году. Под предводительством первого праведного халифа Абу Бакра мусульмане утвердились на западном берегу реки Иордан с захватом стратегических плацдармов. А в 640 году уже вся историческая область Палестина вошла в состав арабского халифата. Именно в эпоху доминирования арабов в Палестине в Иерусалиме на Храмовой горе были построены всемирно известные мечети Аль-Акса и Купол Скалы. С утверждением исламского права на завоеванных территориях исламские правители и богословы пришли к единой позиции. Язычество должно было быть беспощадно искоренено, а иудеи и христиане, как люди Писания, могли жить в согласии со своей устоявшейся практикой жизни при выплате джизьи и соблюдении установленных шариатом общественных норм. Многие историки отмечают, что в этот период палестинские евреи под руководством исламских халифов с их четким набором шариатских правил и предписаний стали жить лучше, чем при предыдущих политических системах. Затем уже в эпоху правления аббасидов в Палестине вновь усилилась эксплуатация крестьян, отъем земель и усугубилось социально-экономическое положение христиан. После распада аббасидского халифата палестинские земли поочередно находились в составе египетских теократических монархий – тулунидов, ихшидидов и фатимидов.
Что же касается дальнейшей судьбы Палестины, то она была связана с периодом, связанным с приходом крестоносцев, создавших Иерусалимское королевство. Данное теократическое государство было основано участниками первого крестового похода в результате захвата Иерусалима в 1099 году. Для интеграции западноевропейских устоев первый правитель Готфрид Бульонский в качестве основных законов государства принял Иерусалимские ассизы, в рамках которой жители Иерусалима находились на разных ступенях общественной пирамиды в зависимости от религии. Низовую нишу занимали мусульмане и евреи, они могли посещать Иерусалим, но имели ряд ограничений в праве длительного там нахождения. Православные имели чуть больше привилегий, в отличие от евреев и мусульман, но имели меньше общественно-политических прерогатив, чем те же самые франки. Все вышеперечисленные мною группы были отстранены от сферы принятия политических решений и не несли воинской службы перед короной. Контакты между привилегированными католическими верхушками и перечисленными поликонфессиональным большинством в основном разворачивалась в административной сфере, а культурная интеграция, по оценкам экспертов, вообще была сведена к минимуму. Так или иначе, Первое Иерусалимское королевство просуществовало с 1099 по 1187 год и завершилось захватом доблестного Салах-ад-Дина, где всем жителям священного города была дарована жизнь и гарантирована неприкосновенность, включая христианских паломников, посещающих гроб Господень. Взятие Салах-ад-Дином Иерусалима положило конец Первому королевству Иерусалима и потрясло средневековую христианскую Европу, что всколыхнуло необходимость в повторном крестовом походе в целях отвоевания сакральных земель. Затянувшееся противостояние разрешилось восхождением военно-политической силы в лице мамлюков, которое ознаменовало конец христианского владычества над древним городом. Египтяне закрепили свое право на владение Палестиной 3 сентября 1260 года, отразив монгольское нашествие в битве при Айн-Джалуте. Воодушевившись победой, мамлюки под предводительством султана Бейбарса последовательно захватывают замки крестоносцев в Северной Палестине. И к концу века, когда сокрушается последний христианский оплот сопротивления в Акре в 1291 году, также завершается и историческая эпоха Второго Иерусалимского королевства. Что же касается дальнейшей истории Палестины, то ее судьба несколько веков находилась в распоряжении могущественных мамлюков, создавших свой султанат на Ближнем Востоке. Военные успехи сделали мамлюкский султанат самым авторитетным государством в исламском мире. Правители Египта и Сирии называли столпами ислама и защитниками веры. Под властью и защитой мамлюков находились главные мусульманские святыни в Медине и Мекке. Они также руководили хаджем и охраняли правоверных паломников. Поскольку мамлюки опасались реваншистских настроений крестоносцев, то в целях предупреждения повторных вторжений они разрушили все городские поселения морского побережья, что привело к разорению многих еврейских и христианских общин, к которым отношение после длительной доминации воинства Христова было весьма подозрительным. Следующим большим этапом в многовековой судьбе Палестины станет османский период, который продлится более 4 веков с 1516 до 1917 года. Османское владычество над палестинскими землями началось в период правления Селима I, чьи войска разбили мамлюков в 1516 году в битве при Марш-Дабеке, а затем довершили начатый разгром год спустя близ Каира, окончательно низложив ключевую военно-политическую силу в регионе. Установив политический контроль над Палестиной, османские правители сразу взялись энергично развивать страну и заботились о росте благосостояния ее жителей. Палестина занимала выгоднейшее геостратегическое положение в Османской империи, занимая центральные локации в ее обширных владениях. Вкупе с сакральным смыслом палестинские территории, невзирая на частые административные реформы, проводившиеся центральным аппаратом в Стамбуле, были защищены от существенных угроз вплоть до XVIII века. Единственными источниками социальных потрясений в то время были стихийные вторжения бедуинов и грабительская политика в отношении торговых караванов. Что же касается демографии, то в начале XIX века общее население Палестины составляло примерно 300 тысяч человек, где около 5 тысяч были иудеи, 25 тысяч христиане, а остальное население составляли мусульмане, в подавляющем большинстве сунниты. К 1880 году общая численность Палестины превысила 450 тысяч человек, где также до 25 тысяч возросла и еврейская община. Здесь стоит отметить, что помимо естественного прироста палестинского населения, большую роль в приумножении еврейского этноса на Святой Земле сыграло такое явление, как алия, понимаемое ими как возвращение на историческую
историческую родину. Так, первая большая репатриация евреев связана с целой чередой погромов в 1882 году, охвативших царскую Россию, что всколыхнуло демографический приток в Палестину сразу 35-40 тысяч евреев. К моменту Первой мировой войны османы уже почти потеряли все свои территории в Европе и Северной Америке. По мере геополитического передела в поствоенный период судьбоносный вихрь перемен также затрагивает и Палестину. Дело в том, что по инициативе идеологов сионизма Жаботинского и Трумпельдора в составе британской армии был сформирован еврейский легион, который оказал британским войскам помощь в завоевании Палестины в конфликте с Османской империей. И накануне завершения Первого мирового катаклизма в 1917 году министром иностранных дел Великобритании принимается так называемая Декларация Бальфура, суть которой сводится к следующему положению. Правительство Его Величества с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине национального очага для еврейского народа и приложит все усилия для содействия достижению этой цели. Спустя год после вышеупомянутой публикации свое согласие с ней выразила Франция, затем Италия и США. 24 апреля 1920 года на конференции в Сан-Ремо Декларация Бальфура была утверждена союзниками в качестве дорожной карты в урегулировании палестинского вопроса, и в последующем она была включена в текст мандата Великобритании на управление Палестиной. В поствоенный период Палестина находилась под управлением Великобритании в рамках мандата Лиги наций. Мандат также распространялся на Иорданию, западный берег реки Иордан и сектора Газы. Все процессы в перекраивании административных границ в Палестине привели к третьей алии из Восточной Европы, завершившейся в 1923 году. Следом за ней началась четвертая и пятая алия в результате всплеска антисемитизма в Польше и Венгрии, а также подъема идеологии расовой нетерпимости в Германии 30-х годов. Массовый наплыв евреев всколыхнул ответную реакцию со стороны местного населения, что вылилось в арабское восстание 36-39 годов. Восстание продолжалось более 2,5 лет и было подавлено британскими войсками. За это время погибли более 5000 арабов, около 400 евреев и 200 британцев. Около 15 тысяч арабов были ранены. Социальный протест против переселенцев не достиг своей цели, однако он послужил мощным катализатором по укреплению самоидентификации палестинских арабов. Другим важным итогом восстания стало окончательное разделение жителей в Палестине на две этнокультурные ячейки – еврейскую и арабскую. В преддверии Второй мировой войны британцами был предложен комплекс мер, отраженных в Белой книге 1939 года, и подразумевал под собой, во-первых, то, что ни одна этническая группа евреев или арабов не может владеть Палестиной в ущерб другой. Из этого следовал важный вывод о необходимости создания в Палестине единого двунационального государства евреев и арабов. А во-вторых, следовали меры по ограничению иммиграции евреев по 10 тысяч человек в год, исходя из учета мнения арабской стороны, и внедрялись механизмы по блокированию продажи земли евреям и так далее. Ответом на эти ограничительные меры стало создание евреями тайной организации Моссад ли-Алия Бет, которая обеспечивала нелегальную миграцию евреев до Палестины и тем самым спасение их от гибели. В результате всех этих социально-политических потрясений и неуклонного стремления евреев вернуться на Святую Землю, их численность в Палестине после окончания Второй мировой войны составила аж 33%, тем самым увеличившись в 3 раза по сравнению с 1922 годом. В поствоенный период еврейское агентство, отстаивавшее интересы евреев Палестины, продолжало настаивать на необходимости создания еврейского государства. В то же время арабская сторона ратовала за создание единого независимого государства, где преобладающая численность арабского населения сделала бы государство преимущественно арабским по демографическому составу. Поскольку Великобритании не удалось выработать удовлетворительной дорожной карты по урегулированию межэтнического вопроса в Палестине, то дальнейшее будущее региона решалось при участии комиссии ООН. В результате было выработано 2 возможных варианта урегулирования палестинского вопроса. Во-первых, создание 2 независимых, но соединенных экономическим союзом государств. При этом Иерусалим должен был стать территорией под международным контролем. А во-вторых, это создание федерации с еврейской и арабской составляющими. Лидеры арабских государств, включая Лигу арабских государств, категорически отвергли план ООН по разделу Палестины, поскольку план нарушал фундаментальные права большинства населения, которое на 2/3 состояло из неевреев, и особой критике подвергался принцип распределения земель. Согласно резолюции ООН, большая часть земель, 56%, включая наиболее плодородные земли, отводились под учреждение еврейского государства, невзирая на тот факт, что евреям принадлежало на тот момент всего около 7%. Численность же арабов на них составляла почти половину. Для создания арабского государства предусматривалось лишь 45% земель, где значительная часть из них была непригодна для сельскохозяйственных работ. Вот какими словами встретил мирный план ООН председатель Высшего
Высшего арабского совета в ноябре 1947 года Джамал аль-Хусейни. «Палестина будет охвачена огнем и кровью, если евреи получат хоть какую-нибудь ее часть». С этого момента начинается череда кровопролитных арабо-израильских конфликтов. Первым конфликтом в веренице ожесточенных войн выступает так называемая война за независимость Израиля. Прелюдия к силовой эскалации напряжения стало провозглашение еврейским лидером Давидом Бен-Гурионом создания государства Израиль в согласии с резолюцией ООН. Арабские страны не признали независимости Израиля и перешли к военным действиям. 15 мая 1948 года, на следующий день после исторического декларирования, широкая коалиция арабских вооруженных сил вступила в Палестину, дабы сбросить Израиль в море. Однако все пошло вопреки изначальным планам. В результате, по итогам войны, около половины земель, предусмотренных для создания арабского государства, включая Западный Иерусалим, оказались во власти израильтян. Естественно, такое положение вещей вызывало реваншистские настроения у арабов, что спровоцировало некоторое время спустя шестидневную войну 1967 года, где военные сообщество, в состав которого входил Египет, Сирия и Иордания, намеревалось выступить сообща против Израиля. Однако Израиль и здесь оказался проворней. Результатами стремительного упреждающего наскока израильтян стали внушительные территориальные приращения: Синайский полуостров, сектор Газа, западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голландские высоты. В общей сложности Израиль получил контроль над территорией в 3,5 раза превосходящей его довоенную площадь. Следующая фаза военного противостояния была открыта в 1973 году войной Судного дня, где Египет и Сирия, наученные горьким опытом предшествующего конфликта, осуществили внезапный удар по противнику в праздник Йом-Кипур. Война закончилась очередной победой Израиля, и в марте 1979 года Египет согласился на официальное признание Израиля и отказался от претензий на Газу, равно как и от стремления создать арабское государство в Палестине. Сирия по итогам войны надолго выбыла из геополитического противостояния, а в Израиле усилилась пропаганда об исторических правах еврейского народа на палестинские земли. В 1982 году в арабо-израильский конфликт вступает Ливан, чья столица Бейрут была взята израильскими войсками. Базы Организации освобождения Палестины были уничтожены, а представители Организации освобождения Палестины перебрались в Тунис. Период активации уже палестинского населения наступил в 1987 году, что привело к массовым демонстрациям и акциям гражданского неповиновения. В результате интифады в 1993 году Израиль признал право народа Палестины на государственность. Так появились палестинская автономия на территории Газы и западного берега в границах в 1950 года. На смену первым акциям протеста пришла интифада Аль-Акса, где ключевым узлом противоречий стал вопрос о статусе Иерусалима. Израиль отказался передать палестинцам восточную часть Иерусалима в качестве столицы палестинского государства, мотивировав свое решение неделимостью столицы еврейского государства и тем, что в восточной стороне хранятся сакральные памятники 3 религий. Однако в стремлении понизить социальный градус напряженности евреи в 2005 году покидают Газу, оставив всю инфраструктурную базу арабам. Ключевую роль в организации сопротивления в новейшую эпоху арабо-израильского противостояния стал играть Хамас, который отстаивал социально-политические права палестинцев и намерение ликвидировать еврейское государство Израиль. Так, ранним утром 7 октября 2023 года была открыта новая кровавая историческая глава в многовековом противостоянии за Святую Землю. Как мы видим из сегодняшнего материала, за свою многовековую историю Палестина находилась в составе многих империй, и ее сакральные земли населяло великое множество народов, которые меняли этнокультурный облик и символическое наименование Ближневосточного края. Большим заблуждением является утверждение, что вся история региона пронизана драматической борьбой евреев с палестинцами. Как мы увидели из нашей передачи, эпохи социального напряжения чередовались с длительными эпохами и мирного сосуществования и совместными акциями борьбы против других притеснителей. И именно этот накопленный в веках положительный опыт мирного сосуществования востребован именно сегодня, чтобы искоренить ложные установки взаимной нетерпимости или антирелигиозного превосходства одних над другими, обеспечив тем самым долгожданный мир на позициях исторической справедливости с учетом социальных и религиозных прав всех сторон на эту священную землю. Надеемся, вам понравился наш сегодняшний выпуск. Большая просьба подписываться на наш канал, ставить лайки под нашими выпусками и обязательно оставлять комментарии с предложением новых тем. Ну а пока что до встречи на канале Акасса. Пока!